Для красоты и здоровья женщины может ли нам помочь в этом хиджама? Может быть, при прыщах или других каких-то кожных заболеваниях, может быть, при нарушении менструального цикла или даже при климаксе. Может ли хиджама нам облегчить этот период? Да, хиджама — это не только про лечение болезней, но и про профилактику и общее улучшение состояния организма, в том числе и женского здоровья и красоты. Для кожи хиджама хорошо помогает при акне, при высыпаниях, тусклом цвете лица. Хиджама улучшает микроциркуляцию, помогает печени и лимфатической системе, что прямо отражается на состоянии кожи. Часто делается в зонах, отвечающих за работу печени, почек и ЖКТ. Кожа на самом деле всегда зеркалит внутреннее здоровье. Также помогает при таких проблемах, как ПМС, болезненных менструациях, нерегулярном цикле. Процедура, она помогает снизить застой в малом тазу и улучшает кровоснабжение яичников. При климаксе также может смягчить приливы, улучшить сон, снизить раздражительность за счет нормализации обмена. В каких местах в таком случае она будет проводиться? И вообще, вот, да, как ты определяешь, в каких местах нужно делать эти надрезы? Это обговаривается ли это заранее, да, с пациентом? То есть пациент приходит, уже знает заранее, где его будут, ну, грубо говоря, резать, да? Или как это происходит? От чего зависит, да, вот места? Это всегда спина или все-таки места меняются? Точки для женского здоровья — это обычно пояснично-крестцовая зона, там улучшается кровоток в органах малого таза, также нижняя часть живота, но здесь нужно работать очень осторожно, с осторожной техникой и при особых показаниях. Межлопаточная зона — это связь с гормональной регуляцией, затылок и верх головы — это при мигренях, приливах и эмоциональной нестабильности. А для устойчивого эффекта от хиджамы при кожных и гормональных проблемах важно поддерживать работу печени. Да, это снова про питание. Нужно исключить продукты и триггеры воспаления, такие как рафинированный сахар, трансжиры, избыток молочки, обеспечить организм витаминами жирорастворимыми и группы В, омега, цинк. Хиджама — это не разовая какая-то процедура, это часть комплексного подхода к здоровью и красоте. Когда мы сочетаем ее с питанием, с заботой о гормональном фоне и образе жизни в целом, результат заметен как в зеркале, так и в самочувствии. Косметическая хиджама, она удивительным образом влияет на кожу, усиливает приток свежей, обогащенной кислородом крови, микроциркуляторное русло, стимулирует выработку собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, выравнивает также тургор кожи, восстанавливает матрикс дермы, устраняет прыщи, угри и следы постакне, очищает поры, хорошо убирает сухость, шелушение и, что очень радует, разглаживает мелкие такие неровности, улучшает цвет лица и морщины. Результат на самом деле заметен уже даже после первой процедуры, но для закрепления эффекта нужен курс, который обязательно должен подбирать специалист. Показания к лифтинг-хиджаме — это дряблость кожи, неровный цвет лица, угревая болезнь, постакне, пигментация, неглубокие морщины. Обычно зона проведения — это чаще всего лицо, естественно, верх шеи. Также могут быть задействованы и грудь, спина, плечи, особенно при акне. А вот при кистозных формах акне процедура требует особой осторожности. Также существует такой миф, который нужно обсудить, я считаю. Есть мнение, что женщине с регулярным циклом хиджама не нужна, потому что якобы менструация замещает ее. Это совершенно неверно. Менструация – это отторжение эндометрия матки, а хиджама выводит капиллярную застойную кровь с продуктами воспаления и погибшими клетками. Это совершенно разные по механизму и эффекту очищения. Еще раз хочу обратить внимание на важные моменты. Это первые 4 месяца беременности и обильной менструации. Вот это противопоказания. В первый и последний день при скудных таких выделениях процедура допустима.
и работать должен только опытный специалист, знающий женскую физиологию и точки из сунны. То есть мы должны понимать, что хиджама — это не просто разовая постановка банок, это часть комплексной заботы о себе, о теле, о гормональном фоне. Важно добавить питание, режим, мягкую нутриподдержку, и результат будет виден, иншаллах. Маша Аллах Зибиде, ты сейчас просто перевернула мое отношение к хиджаме. Я отметила для себя, что уколы красоты, бесполезные все эти крема, порошки коллагена, оказывается, можно заменить хиджамой, чего я раньше вообще не знала и даже не предполагала. И я думаю, что все женщины, которые дослушали до этого момента, тоже поймали себя на таких мыслях. Джазакиллаху хайран за теплые слова. Хочу сделать такую небольшую ремарку. Хиджама — это не панацея, и она не заменяет полноценный уход за кожей. Это достаточно сильная и рабочая причина из сунны, и даже часто срабатывает лучше, чем уколы и батареи кремов, при условии, что есть фундамент. Это питание, сон, управление стрессом. Все остальное это уже идет бонусом. И главное, без вреда организму.